that line. Bogdan Kovalenko. Just before we started here for the men. Right. Feeling pretty good right now, 400 watts. So I don't know a lot about this athlete. Again, Kovalenko also running really, really well. See right now on screen. Now just we see Bogdan currently in second place. Всем привет, на связи Богдан Коваленко, тренер по триатлону и профессиональный триатлет на длинных дистанциях. В сегодняшнем видео я хотел бы поделиться, как я тренирую и строю тренировочный план своих спортсменов, рассказать, какими принципами пользуюсь, методики и средства использую в подготовке. Вот уже 9 лет я сам себя тренирую и достиг профессионального уровня благодаря пробам и ошибкам различных методик. И не только на теории строю свой подход, но и на практике. В этом видео хотел бы разобрать, почему для некоторых спортсменов достаточно 15 часов тренировочного объема, для других 20, для некоторых и 10 хватает. Первое, что хотелось бы сказать, что для меня тренировочный процесс – это не просто набор объемов, интервалов, длительных. Это система, где каждая тренировка должна иметь смысл и быть понятна спортсмену. Я считаю, что спортсмен должен понимать, зачем он делает каждую работу, на что она влияет и почему она стоит именно в этом месте плана, а не в другом. Я считаю, что нет универсального плана, который подходит всем. Один и тот же шаблон нельзя просто взять и внедрить к разным людям. У всех разный бэкграунд, разный образ жизни, разная работа и стресс. Поэтому план не должен быть аксиомой, он должен быть живым, гибким и адаптироваться под человека. Я в своей подготовке стараюсь максимально помогать спортсменам, адаптировать их жизни, подстраивать, объяснять, почему не стоит делать в тот или иной день тренировку или наоборот сделать. То есть ответы на вопросы очень важны, и прозрачность тренировочного плана тоже экстренно важна в процессе тренировочном. До сих пор очень многие люди думают, что чем больше тренировок и часов, тем лучше будет результат. Особенно это касается подготовки к длинным дистанциям, как Ironman, даже половинка Ironman, когда есть стереотип, что нужно постоянно делать огромные объемы. И самая главная сложность в работе со спортсменами именно подобрать нужную нагрузку. Это, возможно, делается за одну неделю, а возможно за месяц. То есть процесс – это именно подбор нужной индивидуальной нагрузки, которую именно этот спортсмен в данный промежуток времени может усвоить. Главный принцип, который должны все спортсмены уяснить, что во время тренировок мы даем стимул нашему организму, а во время восстановления этот стимул может быть усвоен и в будущем дать адаптацию. И, конечно же, слишком большая нагрузка – это не всегда плюс, а наоборот зачастую. Если стимул превышает возможности организма к адаптации, прогресса не будет. Зачастую я сравниваю это с дозировкой, как с едой или с препаратами. Нужно дать достаточную дозу, чтобы получить эффект. Если дать меньше, не будет нужного стимула. Если дать больше, это уже не ускоряет результат, а может, наоборот, помешать. Когда я строю подготовку, я в первую очередь отталкиваюсь и ориентируюсь от цели спортсмена, какие старты он хочет пройти, какая у него дистанция, какие сроки в подготовке, какой приоритет сезона. После этого смотрю на его бэкграунд, анализирую тренировочный процесс за прошедшее время. Отсюда же мы и уже работаем, строится периодизация, то есть мы не просто даем нагрузку, а понимаем, в какой момент сезона, на что именно делать акцент. У одного спортсмена это может быть развитие аэробной базы, у другого повышение порога, у третьего улучшение техники плавания или устойчивости к беговой нагрузке. Основой моего подхода и основным инструментом в подготовке спортсменов я использую пятизоновую систему интенсивности. Я определяю их индивидуально для каждого спортсмена, и дальше весь тренировочный процесс строится именно на них. Это главный инструмент, который позволяет сделать нагрузку точной и понятной. И
В основном это определяется после анализа тренировочного процесса, различных стартов. Также если спортсмен делал индивидуальное тестирование с газоанализатором или лактометром, это тоже учитывается. И в будущем эти зоны, конечно же, корректируются. И также этот инструмент и зоны интенсивности добавляют прозрачности в тренировочный процесс, то есть когда спортсмен видит в плане, что у него сегодня, например, тренировки в зоне 1 и 2, то он понимает, что сегодня легкая тренировка, аэробная база, также каждая тренировка описывается, для чего это, то есть какой стимул и каким системам идет. Также если он видит, что зона 3-4, то он тоже понимает, для чего это, в каком диапазоне интенсивности нужно делать. Он понимает не просто абстрактную тренировку, а ее конкретную направленность. Это создает прозрачность и дисциплину в процессе. И поэтому важно не копировать одинаковые структуры. Для одного спортсмена достаточно стимул – это условно 2 по 10 минут. Именно в этот день ему достаточно 2 по 10 минут в 3-4 зонах сделать, то есть пороговых. Для другого уже нужно другую подобрать структуру, то есть 10 по 4 минуты, так и психологически легче. И физически можно дать более сильный стимул. Важнее набрать больше суммарного времени в нужной зоне, то есть именно набрать нужное количество времени для получения стимула. В своей подготовке я достаточно много уделил времени всем современным гаджетам, покупал кучу техники, которая помогает в подготовке, и пришел к выводу, что это, конечно, все важно, все гаджеты очень интересны и можно отслеживать прогресс по ним. Важно понимать, что гаджеты – это всего лишь инструменты, а именно субъективные ощущения спортсмена в тренировочном процессе и являются основным средством получения нагрузки. Потому что любые гаджеты – это инструменты, которые помогают интерпретировать состояние, но не заменяют контакт спортсмена с собственным телом. В один день, может быть, не выспался или больше кофеина выпил, и уже сердцебиение учащается, то есть диапазон пульса смещается, либо усталость мышечная. И все это субъективно должно быть оценено спортсменом, и он не должен ориентироваться только на цифры. Поэтому я обычно смотрю на 3 вещи одновременно. Первое – это ощущение, второе – диапазон пульса, третье – темп или мощность, в зависимости от дисциплины. И уже сочетание этих факторов дает реальную картину, а не сухие цифры. Многие меня еще спрашивают, как же понять, что ты прогрессируешь. И для меня за долгое время работы стало очевидным, что это не только новые цифры на стартах, очень важный показатель, как спортсмен переносит ту нагрузку, которая раньше давалась с трудом. То есть если спортсмен уже ощущает, что того плана, который он делал 2-3 недели назад, он сейчас переносит уже гораздо легче, то это и показатель к тому, что можно повышать уже общие объемы и либо интенсивность в зависимости от, опять же, индивидуальных особенностей спортсмена, определения его слабых и сильных сторон. В циклических видах спорта структура часто похожа, но смысл прогресса в том, что вовремя поднять нагрузку, когда текущая уже усваивается. Сейчас давайте покажу вам одного из моих спортсменов, с которым мы работаем уже больше года. Ко мне он пришел с тем, что не мог понять, почему не прогрессирует, то есть всегда стремился к 20 часам в неделю, несмотря ни на что пытался их делать, в итоге как-то все время делал, потом выпадал из процесса. В итоге за год мы поняли, что ему достаточно от 10 до 15 часов вполне, нормализовали восстановление. Вот, посмотрим его план. Недавно он, кстати, на Ironman Оман, не самая легкая трасса, впервые в жизни вышел из 5 часов, половинку Ironman. Вот, давайте посмотрим, как его план строился. Ну и вот хотя бы эту неделю. Первое, открываем зону интенсивности спортсмена. У него брадикардия, то есть зоны очень смещены. Даже зона 4, та же пульс уже от 142 до 152, это уже анаэробная зона. 5-я зона это 150+.
Вот все также описано, велосипед по мощности, пульс вот 152 плюс, это максимальное потребление кислорода у данного спортсмена. Это как раз мы и выявили, то есть что он по классификации стандартной не соответствует, и у него совсем другие индивидуальные зоны. Вот типичная тренировка, мы сейчас блок МБК делаем, особенно на велосипеде. Вот такая тренировка, зона 3-4, затем зона 5. Достаточно сложная тренировка, мы к ней шли долго, и сейчас вот он делает, например, комментарий, что у него лактат аж 12,6, у данного спортсмена также закисление гораздо выше происходит, но по самочувствию он в порядке. Вот, жопа после силовой, ну, такое вот бывает. Так, ну вот типичная аэробная тренировка в зоне 1-2 также делится интервально, чтобы подобрать нужную дозировку. Общее время проведения тренировок 11 часов, и так он и держал. В целом вот беговая тренировка интервальная в зоне 3-4. Вот 4 минуты в его диапазонах темпа, ЧСС. Обычно отдых – это полный отдых, когда мы направляем тренировочную интенсивность на толерантность лактата, то есть развитие толерантности и устойчивости к закислению и движение, учим организм двигаться на закислении. Типичная плавательная тренировка с упражнениями и основной частью выносливости. Вот это вот спортсмен номер 1 у меня. Сейчас посмотрим, давайте, спортсмена номер 2. У данного спортсмена больше возможностей и по восстановлению, и по нагрузке. Конечно, и бэкграунд у него выше, поэтому он может выполнять вот данную неделю у него на 20 часов. Пульсовые зоны у него тоже брадикардия, то есть чуть-чуть нестандартные пульсовые зоны. Также мы это выявили и по лактату, и по различным тестам. Темп у него выше, чем у спортсмена номер 1, диапазоны темпа. Пульс тоже разный, то есть все индивидуально подобрано. Тоже у него также мы сейчас делаем блок МБК, так как у него достаточно развитая аэробная база. Вот типичная тренировка его, 10 по 90 секунд, тоже к ней шли, потом 20 минут у него легко и еще 10 по минуте, то есть достаточно сильная МБК-тренировка. Вот пороговая тренировка, в целом очень похожи структуры, как и у спортсмена номер 1, но направленность везде одинаковая. То есть везде развиваем устойчивость к закислению и работе организма на закисленных мышцах. На восстановление тренировка, в основном это для ускорения восстановления после тяжелых блоков опорно-двигательного аппарата. Плавательная тренировка более направлена на выносливость, потому что данный спортсмен может себе позволить больше плавать. У спортсмена номер 1, например, мы всего 1 раз в неделю плавали, но в основном техникой, потому что функционал развиваем больше бегом и велосипедом. Вот 27 часов у данного спортсмена номер 2. Вот. И он так и тренируется, то есть даже когда я ему пишу 19-20 часов, он по самочувствию двигается и бывает и 29-30 часов выполняет. Вот такие вот примеры. Главное понимать, что нужно подобрать индивидуальные зоны и двигаться по индивидуальной нагрузке. И важнее не двигаться к недельному объему, а больше рассматривать подготовку как годичного цикла. Я все время говорю, что нужно объем измерять именно в годичном количестве часов, дистанции. Ну, я вот в часах. Моя подготовка это около 1100 в этом году было часов. У данных спортсменов там 500-800 часов. Но мы стремимся выше, и главное это стабильность на долгом промежутке. Чем плавнее подготовка, тем лучше адаптация и результат в конечном итоге. Если вам было интересно, то пишите там комментарии, ставьте лайк. Также
Я готов продолжать в таком же ключе рассказывать о своей подготовке, подготовке своих спортсменов. Если какие-то еще интересующие темы есть, с удовольствием отвечу и сделаю подобное видео. Так что всем спасибо за просмотр. До новых встреч и всем хороших тренировок. Записывайтесь на тренировки.